Здравствуйте, друзья! Сегодня пойдет речь о фарфоровых статуэтках СССР Ленинградского фарфорового завода. Это будет продолжение темы про статуэтки, которые хранятся у людей на память о своих близких. Я думаю, у вас есть такие же статуэточки. Каждая такая статуэтка стоит сейчас вот на настоящий момент, если покупать, около 3-3,5 тысяч рублей. А продать вы их сможете где-то за 1000 рублей, то это вам очень повезет, потому что в скупках, сами понимаете, люди должны зарабатывать, много платить вам денег никто не будет. Максимум за 1000 рублей вас примут статуэтку Советского Союза. Но здесь опять же будут фигурки достаточно популярные, которые были во многих семьях и до сих пор остаются. Итак, поехали. Симпатичная статуэтка львенка. Кто-то ее называет статуэтка львицы. Это Ленинградский фарфоровый завод. Сделана она примерно в 80-х годах, может быть даже раньше. Вот так вот выглядит. Очень симпатичная. Дальше статуэтка вот такого вот бегемотика. Их целых 3 штуки было. Большой, средний бегемот и самый маленький. Мне вот дали самого маленького бегемотика. Вот он сохранился вот в таком вот виде. Это тоже, ребята, привет вам из СССР. Такая вот фигурка. В принципе, прикольная. Следующая статуэтка, она тоже есть в очень многих семьях. Это статуэтка олимпийского мишки. Вот. А когда была Олимпиада, очень многие люди купили себе вот такие вот статуэточки. Так что тоже достаточно распространенная фигурка. Ну, естественно, эта фигурка сделана после 80-го года, может быть, в самом 80-м году, когда была Олимпиада 80. Раньше она просто физически не могла появиться. Соответственно, эта фигурка может быть наиболее новая из всех статуэток Советского Союза. Далее, друзья, хочу вам представить фигурку Ивана Царевича. То, что это Иван Царевич, понятно, потому что у него есть царевна-лягушка рядом с ним. Это очень замечательная фигурка. Стоимость ее где-то 3500 рублей на рынке сейчас. Вот, мне она очень нравится. В принципе, ну, не скажу, что особо частая фигурка, но я видел ее где-то у 2 человек, наверное, да. Вот эту фигурку еще в одном доме видел. Вот здесь вот штамп завода ЛФЗ сзади. Вот такая вот замечательная статуэточка. Следующая фигурка — это чернильница. Причем, ребята, чернильница это рабочая. На ней написано Ленинград, тоже Ленинградский фарфоровый завод. Вот крышечка открывается. То есть открываете крышку и можете реально заправлять перьевую ручку. Туда наливается чернила, там специальный бачонок находится. То есть вот он тоже вынимается, видите? И все. Ну а дальше просто сама фарфоровая фигурка. Вот в этот бачоночек немного чернил и ставите ее на серванте. Раньше, когда писали перьевыми ручками, а в Советском Союзе все школьники писали именно перьевыми ручками, которые заправлялись чернилами, то детям часто, кстати, покупали вот именно такую чернильницу необычную. Вот, было весьма красиво. Следующая фигурка — это фигурка овчарки. Это очень популярная статуэтка, она во многих домах есть, чуть ли не у каждого второго. Вот, у меня, к сожалению, такой фигурки нет, это я опять же у друзей снимаю все фигурки, которые вы сегодня видите. Но это очень распространенная действительно фигурка была. Вот так вот она выглядит. Ну, конечно, замечательная фигура, очень красиво сделана. А это щенок Дога. Есть статуэтка, где лежачий дог большой, а есть вот
тоже популярная очень фигурка. Это называется щенок Дога фигурка. Тоже Ленинградский фарфоровый завод. Ну, собак вообще в Советском Союзе любили почему-то делать в виде статуэток. Вот. Бульдог вы в первом выпуске видели, бульдога, который я вам показывал, а это вот уже другие собачки. Безусловно, это все память. Не вздумайте продавать эти фигурки, ребята. Ну а под конец я вам хочу показать не фарфоровую фигурку, но тем не менее птичка, мне она очень понравилась. Я даже не могу сказать вам, что это за птица. Сделана она из бронзы. Ну, такая очень классная. Скорее всего, у нее здесь лапки должны были быть, мне кажется, все-таки целиковые. Мне кажется, что они здесь отломаны. Но, тем не менее, ее можно поставить. То есть, она вот так вот стоит. Я не знаю, так она должна быть или нет. Вот. Это уже не фарфоровая фигурка, но тоже к тем же временам Советского Союза. Думаю, кому-то будет интересно, каким-нибудь коллекционерам. Это ничего не продается у меня, то есть это я просто вспоминаю молодость, так сказать, и даю возможность посмотреть людям также, у которых были подобные фигурки, вот их по интернету. На этом я выпуск заканчиваю. Если еще накопится материал по статуэткам, обязательно выложу. Ну а пока, до новых встреч. Всем пока-пока.